У нас тут небольшая днепропетровская мафия. Как-то оказалось в РВИО, а не в Институте национальной памяти Ветровича. Там, где впаде Ленин, там будет процветание и все самое хорошее. Ну, есть к тебе вопросики. Объективно. Паша, много вопросов. Так нельзя. У нас образ России должен быть модный. Он должен быть современный, какими мы и являемся, а не водка, медведь-балалайка. Но я его воспринимал все-таки как русским. Джо Байдена, у него украинские корни. Я беру такую историю украинского феминизма. Мне захотелось прочитать даже сейчас. Друзья, приветствую всех на нашем канале Победа 945. И сегодня у нас новый выпуск. Единственное, что я вам скажу, победителей прошлого розыгрыша мы узнаем в следующем выпуске. А в этом мы также будем разыгрывать книжку от РВИО. Но мы скажем об этом в конце, чтобы была интрига. С вами я, Павел Кухаркин, Сергей Черкасский, наша прекрасная гостья Александра Коновченко, первый заместитель исполнительного директора Российского военно-исторического общества, а также руководитель экспертного совета Победа 945. Да, привет, ребят. Привет. Очень рада Так что сюда сегодня будет прийти. экспертно, интересно. Супер. И еще есть Исторично. призание. Ну, я знаю, Сереж, ты очень хочешь задать этот вопрос. Я очень хочу. Давай. Я сразу почитал, естественно, и телеграм-канал даже смотрю. Прикольный, мне нравится. Днепропетровск. Ты родилась в Днепропетровске, и я тоже. Прожил там 20 лет, закончил вуз, все, ну, то есть я днепропетровчанин, как и ты. И когда я жил, то есть там по 2014 год, я его воспринимал, ну, то есть это была Украина, да, никаких не было сомнений, но я его воспринимал все-таки как русским, таким, частью русской цивилизации. Люди были русские, ничем не отличающихся от русских. Вот. И не было никогда таких вот противоречий. Там, вот Украина, русская цивилизация, все было окей. Мне интересно, вот, что тебя связывает с Днепропетровском? И связывает ли по сей день что-то? И как ты воспринимала город, когда в нем жила? У нас тут небольшая днепропетровская мафия. Да, Днепропетровский клан против Донецкого. Еще вспомните, извините, советское время был в Кремле и в администрации президента Днепропетровский клан брежневский. Там это страшная история. Много выходцев, политиков и сейчас. Безусловно, сильный академический научный город. И для меня это всегда был русским городом. Я там, правда, проживала до 2007 года, еще до всех событий. Но в целом уже 2004 первая революция произошла. И для меня это абсолютно русский город. Я в целом из русской семьи, и у меня родители из Воронежа, Калуги, которые приехали туда работать в начало 90-х, поэтому для меня не стоял вопрос, Украина это или нет. Это в целом для меня была часть русского мира. Если помнишь, там была даже популярна одна тема, была партия «Зубр». За Украину, Беларусь, Россию. Там расклеивали объявления. Вот в целом для меня это такая большая славяния была. И понятие Украина для меня это такое, как было непонятная условность, временных географических границ. Ну, вот так мы находимся. Но при этом русские люди, абсолютно русский язык был везде. В моем детстве украинский язык был тоже нонсенсом. В целом она, если появлялась, то это какая-то была... Чувствовалась местечковость той или иного события. Допустим, если вдруг внезапно там после 2004-го заставляли выходить в вышиванках на последний звонок, то для меня это было, ну и для многих в целом таких же, как я, восприятие, придадимся некой местной культурности. В целом это то же самое, если там в Хакасии одет национальный костюм, или в Тыве, или я воспринимала это так. Многонациональный большой русский народ. Поэтому для меня Днепропетровск — это такой абсолютный город русской славы, я всегда об этом говорю, и я наслаждалась в детстве этим городом, и прежде всего его историей. У меня школа находилась возле исторического музея, поэтому я там была постоянным свидетелем всех новых экспозиций, и в целом также стала свидетелем новых экспозиций после 2004 года, когда туда начали заходить европейские гранты, американские соросовские гранты с новыми выставочными проектами, связанными с Голодомором. Это были в тот момент такие яркие эмоциональные конструкции, которые не делала еще Россия, и в целом Россия не работала, к сожалению, с гуманитарной политикой на Украине, и мне сейчас это позволяет многое что анализировать, благодаря, вот опять же, детству там, и в целом переносить на любую постсоветскую страну и изменения в образовательной, в культурной системе, которые происходят сейчас. Слушай, прикольно, мне просто очень приятно встретить днепропетровчанку,
вот, которая на одной волне со мной. Я всегда очень радуюсь этому. И мне хочется спросить вот про Сороса. Ты сказала, я так понимаю, ты уехала после 2014 года, да? Я уехала в 2007. В 2007. Но уже эти все начали заходить в компанию Сороса. Просто интересно, как твой путь, как ты оказалась, пошла не по пути, знаешь, в эти все соросовские проекты, USAID и так далее. У них там много всяких было, там они в Киеве. Активно заходили. Да, активно школы, университеты, то есть они обрабатывали молодежь. Уроки демократии у нас там да, были. они обрабатывали молодежь для того, чтобы потом готовить политиков и так далее, да, новых. Но ты как бы пошла в другую сторону и оказалась в Москве. Он просто очень тактично пытался спросить, я сейчас расшифрую, как ты оказалась в РВИО, а не в Институте национальной памяти Ветровича. Ну, опять же, начну с того, что у меня абсолютно русская семья, и я росла в системе координат русских философов, русских консерваторов, поэтому в целом у меня литературы дома было всегда много, и очень много было общения с родителями и с родственниками, связанных с гуманитарным профилем в целом работы, поэтому я находилась в повестке постоянно. А второе, это то, что у меня брат нацелился поступать в Московский государственный университет старший, он туда поступил на физфак, и я должна была не сплошать, поступить еще тоже хороший вуз московский, тоже на бюджет. Поэтому в целом я уехала в 10 классе для того, чтобы закончить русскую школу, получить и диплом русский, выучить обществознание, история России, и того, чего не было, и русского языка нормального, чего не было в Днепропетровске, для того, чтобы поступить в российский хороший престижный университет. В Киевско-Могилянской академии я у себя уже в 2007 не видела, потому что там уже было очень четкое направление на украинизацию. Но в целом тоже после 2004 стало очень быстро и резко меняться образование и внутри повестка. До этого нет. И даже сейчас, активно занимаясь я сама исследовательски в рамках диссертации вопросом учебников, я прям взяла специальную тему, как и меняются интерпретации одних и тех же событий в учебниках разных годов выпуска. 91, 98, 2004, 2014, 2019, 2024. Одни и те же события пересматриваются абсолютно по-другому. И видно, в какой момент перешла совершенно другое направление. Так вот, и, конечно, я для себя поставила цель не хуже, чем брат. Поехала в Москву, ну, благо все успешно завершила, и в высшую школу экономики поступила. Но у меня было не фонды Сороса, у меня была хорошая школа, движение наше. Селигер, и я, по сути, вышку возила автобусами на Селигер тогда. Вот вроде мы учились, плюс-минус в одно время. Вот я учился в элитной школе, это гимназия в Горловке. И я вот на самом деле тоже удивлен. У меня, например, русский язык отсутствовал как предмет. Я его закончил в 2008 году. Да, школу в 2008. У нас русский был, кажется, в 8 классе, типа сдал, не сдал. То есть, если ты, в принципе, 2 слова можешь связать и написать, значит, получаешь зачет. И я вот тоже помню, как активно начала появляться в школьной программе такая интересная риторика. У нас появилась книжка, так это Горловка, там, летописы УПА, то есть это какие-то хроники там их и так далее. Началось это появляться уже в уроках, непосредственно там истории и так далее. Вся эта литература, все эти диссиденты и так далее. И я вот удивляюсь, то, что у нас огромное количество людей все-таки тоже, так или иначе, выбрало московское направление, а не развернулось там в сторону Сороса. Но это же на самом деле сложный путь не сорваться вот в ту картинку, которую они типа рисовали через учебники, через пропаганду такую. Вот если нет, забегая наперед, у них удалось как бы переформатировать если мозги. нет связи, да, там семья, хорошая литература, правильные какие-то ценности, как вот удержаться, когда они везде, во все сферы жизни залезают? Поэтому в целом я с пониманием отношусь ко всему происходящему и ощущаю полноценное чувство вины за то, что Россия не делала ничего в гуманитарном направлении на территории Украины. Потому что я, опять же, помню в своем детстве были везде расклеены объявления а-ля бесплатные лагеря для школьников на Западной Украине. И когда у меня ребята туда ездили, они в целом привозили те концепты, которые им давали, их там тетрадки, мы все там над этим смеялись, но у меня в школе было много русского языка, объективно. Это была русская школа, последняя русская школа не оставалась до последнего момента, как только могла в Днепропетровске. Поэтому, слава богу, у меня был прекрасный учитель русского языка, прекрасная женщина под фамилией украинской, заканчиваясь на Енко, при этом учитель, она была добрейшая, мудрейшая, интеллигентнейшая, мы все к ней тянулись. При этом классический учитель украинского языка, такая
Упанщица. У нее фамилия была Подберезкина. Вроде бы наоборот, пророссийская фамилия такая. Мы над этим смеялись, но она была очень негативным человеком. И я уже в школе тогда всячески пыталась оппонировать ей и проявлять. То есть я не хотела учить Катерину Шевченко. Я демонстративно сказала, что я не буду учить это, выступать. Я в школе обожал Шевченко. Ну, вот именно по одной там простой причине, хитрости. Произведение зарубежной литературы, а тогда русская литература у нас пошла в разряд зарубежной, она требовала прям усилий, чтобы выучить там стихотворение, разобрать его, в чем смысл. Шевченко, если задавали, и я знал, что у меня там во вторник там украинская литература, и я в понедельник до ночи просто гулял-шлялся, утром по дороге прочитал и запомнил, потому что это очень тры-ты-ты-ры-тры-ты-ты, там ягнятку за селом, и все, и ты знаешь наизусть, в чем смысл этого произведения, такой, про тяжелую судьбу, правильно, садись 5. Все, а попробуй там разбери серьезное произведение. Ну, безусловно, но я как-то все-таки через себя содержание всегда пропускала Шевченко и хотела всячески продемонстрировать несогласие с этим деятелем, и поэтому отказывалась, вызывали моих родителей к директору, там была целая история. Но я даже помню, как политика начала потихонечку вкрадываться в наши юношеские жизни, когда была первая революция оранжево-синяя, да, и всем детям у школы раздавали разноцветные шарфики. Там стоял один, раздавал, значит, оранжевые шарфики, другой стоял, он раздавал синенькие шарфики, и, значит, все дети обвешанные разными цветами, а мы сразу делились на группы. В целом было все понятно. В 2004 году, 2004 год, в автобусах, на улицах города кто кого поддерживает. Абсолютно разделение, кастрирование населения на две группы было сделано именно в тот момент. И это, кстати, в том числе и ошибка этих наших недругов абсолютных. Они могли бы, кстати, не совершать эту ошибку, не делить и не приводить к войне. Но, тем не менее, они ее совершили, разделили на группы. И я помню, как мы прям снегом жестко, с грязью на улице после уроков рубились просто. То есть мы, дети, пропускали через себя и чувствовали членами, да, частью политического процесса. Каждому из нас воспитывали в тот момент и позволяли детям чувствовать себя, что мы акторы политического процесса, и мы можем повлиять на политическую систему. И в целом оранжевая революция воспринималась как, что ты можешь повлиять на изменение режима. И в целом в Украине у детей воспитывалось это качество, что ты можешь прыгать, и тогда ты вот прыгай, кто не скачет, тот москаль, прыгая, ты повлияешь на то, чтобы русский режим убрался с нашей страны. Ну и воспитали в итоге тех, кто теперь еще и пулеметом стреляет в русских людей, в таких же, как он. Ну, я это вспоминаю, флешбеки у меня плюс-минус такие. То есть я в 2004 году я был в 6 классе, и в лицее при ДИИТе у нас, то есть мы заходили в учебный кабинет, и у нас к каждому стульчику 6 класс, дети, была примотана оранжевая ленточка. То есть у меня как бы... Как это возможно вообще в школе? Представь, 6 класс, возможно? У меня критического мышления 0, естественно. 6 класс, да, совсем другое в голове. Спрашиваю, что такое оранжевая ленточка, да, нам сразу говорят, оранжевая ленточка — это символ нашей свободы и нашей борьбы. Думаю, классно, окей, боремся. То есть даже выбора никакого не давали, и как, если честно, это удивительно. А у меня другая история была, я на самом деле времена эти тепло вспоминаю, почему? У нас была учительница по геометрии, и она была ярой сторонницей Януковича. Мне было, в принципе, все равно на ее политическую позицию, а я не очень любил геометрию, хотя школу золотой медалью закончил. И я нашел идеальный способ сорвать урок. Получается, меня вызывали к доске, и в геометрии есть там теоремы. И мы всегда через записку писали так, как, и там дальше все остальное. И я писал так, крупно, ставил знак восклицания и рисовал подкову. И она на этом останавливала урок и проводила лекцию, почему это нельзя делать. И ты сидишь такой, класс, это интереснее, чем теоремы и так далее. Но тогда было очень жестко все политизировано, очень жестко. Ну, есть к тебе вопросики. Объективно. Паша, много вопросов. Теперь. Он слишком поздно приехал в Россию. Нет, я очень сильно приехал. Ладно. Еще, да, про Днепропетровск. Вернемся к вашему городу. Я сейчас вот на самом деле скажу, как житель Донецка. Для меня Днепропетровск, когда я туда приезжал, вот был таким городом, как разрушение истории. Я знаю, что вот я по кораблику катался, смотришь налево, там что-то красивенькое строится. Справа руины. Левый берег. Левый берег, руины и так далее. Было какое-то запустение.
Потом прошел процесс декоммунизации, так называемый. И когда Днепропетровск стал Днепром, что я вообще не мог принять, Днепр, это просто речка, еще город, стало как-то еще более уныленько. И в этой борьбе вот как будто город потерял свой облик того промышленного там центра, все остальное. Закрытого города в свое время. Но я помню четкую фразу. Там, где впаде Ленин, что-то такое, там будет процветание и все самое хорошее. Вот как-то не случилось. Вот возможно ли с таким городом, промышленным, индустриальным, который строил сверхтехнологичные ракеты, вот вычеркнуть прошлое великое, и вот на этой такой сельской, шевченковской, екатерининской, да, философии выстроить что-то серьезное, качественное? Объективно нет, и вычеркнуть это невозможно. Можно временно удалить из памяти или просто прибрать определенные книжки, удалить какие-то части истории, удалить фамилии, но прибрать это невозможно, рано или поздно это все равно вскрывается. Объективно мы живем в информационный век, любая информация открыта, любой человек аналитически мыслящий может все вернуть обратно, и, слава богу, я надеюсь, мы это и сделаем, как в случае с памятниками и другими, но даже любые заводы, построенные на территории Днепропетровска, они либо даже Екатеринослава в имперское время, это все построено за период до 91-го в основном года. Частично и все богатое наследие 90-х Украины. И Украина же не прошла через те страшные годы, как прошла Россия, например, Центральная Россия, Сибирь, Дальний Восток, что там творилось. Объективно мы жили на остатках-то благодаря тому, что у нас было огромное количество заводов. Советский Союз строил в основном заводы на границах империи. Это потом приходилось все собирать и нам заново России все строить. Но и Украина жила над этим, у нас не было так называемого огромного дефолта, мы этого не переживали, мы не ели последнюю гречку, не собирали со стола, как многие жили в России в это время, когда они мне рассказывают свое детство в каких-то маленьких городах, и у меня просто волосы поворачиваются, я не могу в это поверить. Но Украина временно это забывает из-за сегодняшней власти, эти украинские земли вычеркивают свою историю, но это так выглядит грустно, объективно, потому что я каждый раз говорю всем о том, что воспитать личность на ущербности невозможно. Когда ты воспитываешь детей о том, что постоянно вас всех гнобили, то поляки вас гнобили, то евреи вас гнобили, то москали вас гнобили, в целом такой контекст. Ну, поляков сейчас убирают. Вот в моем детстве еще было понятие паны, польские, да, что вот они гнобили нас, да, из-за этого была там руина. Там... Еще крымских татар убрали. Крымские татары уже там в 90-х в целом была часть украинского народа, поэтому их уже позитивно воспринимали, потому что понятие и проблема Крыма была актуальна после 91 года слишком из-за Черноморского флота, поэтому надо было обязательно обосновать наличие ее Украины. Но вот поляков убрали сейчас вообще, а до этого, получается, всю жизнь историю Украины гнобили. В целом, любой учебник Украины открою, там в основном первые страницы — это изображение какой-то грустной девушки. Вот такой, значит, тяжкая доля у нее, да, тяжкая судьба, и все ее насиловали, убивали и гнобили. Ну, что может вырасти из сознания человека, который не знает своей гордости, не знает, что сделали его деды, а он знает о том, что его там уморили, расстреляли, повесили. Ну, в целом, такая доля будет у этого человека. Вот попробуй воспитать своего ребенка в постоянной пассивности, негативе, постоянном насилии. Ну, вырастет моральный урод. Ну, что мы имеем? Просто куда придет... Затронул ты про города, про переименование, то есть про название. Екатеринослав ты тоже сказала. Вот мы все время обсуждаем декоммунизацию. То есть, что Украина проводит декоммунизацию, это заезженная такая тема. Но прикол в том, что когда украинцы провели декоммунизацию, они уперлись в то, что как бы все советское переименовали и убрали, осталось имперское наследие. И сейчас уже пошла тема деколонизации, уход от имперской России в том же Днепропетровске, да. И вот буквально в этом месяце, по-моему, собирались историки украинские, днепропетровские, и историки в кавычках, то есть как они выглядят, что они говорят, это, конечно, весело наблюдать, то есть кто в шароварах пришел, кто в военной форме, кто еще как-то. И они, значит, собрались за таким... Историки. Да, за таким исторический круглый стол, значит, и говорят, мы должны изменить дату основания города.
дату основания Днепропетровска. То есть сделать, они предлагают там 1500 какой-то год, основываясь на том, когда там появились первые какие-то упоминания вообще о каком-то, значит, о какой-то там торговле, каких-то движениях. То есть и меня вот это вот поражает, на самом деле, просто как... В чем логика, да? То есть как это объяснить людям? Есть какие-то исторические примеры, когда вообще меняли дату основания города, да? То есть это у же, нас было в Горловке так. Это же невозможно, по идее, с Еще, исторической кстати, точки зрения. деколонизации, я тебя перебью. У нас, получается, 2 первых поселения было, там Байрак и Зайцево. И вот новый мэр родился как раз в Зайцево, которое чуть моложе, и поэтому он дату поставил под день основания своего родного поселка. И самое интересное просто, что они называют вот этот период Российской империи периодом угнетения. То есть, но если мы там откроем те же украинские учебники и посмотрим, там, что было в условном, да, Днепропетровске, то там до Екатерины, значит, просто там ничего не было, какие-то села, какие-то, значит, гуси, какие-то люди, да, мостов не было, ничего не было никакой инфраструктуры, но люди, значит, даже плотов не было каких-то, просто на бревнах с правого берега пересекали левый. И потом просто смотрим, там дата, там 1787 год, Екатерина закладывает первый камень, и просто начинается бум исторический, начинается там, значит, первая земская больница, она же сейчас Мечникова, там первые мосты, первые... Ну, это последствия жестокой оккупации. Да, то есть просто начинается лютый бум, становится Днепропетровск узлом каким-то торговым, то есть развивается, превращается в конкретно такой мегаполис и город. И вопрос, почему это называется периодом угнетения? Как это укладывается вообще в голову? И зачем это делается? В чем логика? На самом деле укладывается все прекрасно. Все это сработано по прекраснейшим методичкам. Опять же, занимаясь сейчас, углубляясь в учебники стран постсоветского пространства, не только украинские, но сейчас я активно изучила и Киргизию, Казахстан, и Азербайджан, и Молдову, прочитав от корки до корки, в целом все современные учебники двигаются по одной парадигме. Понятно, что во время Российской империи была колонизация, и, значит, колониальная политика, страшный кровавого режима. В советское время была оккупация страшного кровавого советского режима. И в целом ничего не привнесли. Только угнетали национальные культуры. Везде все одинаково. В Украине еще вводится такое понятие интересное, как феномен двойной оккупации. Почему отказываются они от Великой Отечественной войны? По их мнению Института национальной памяти. Для них это Великая Отечественная война у них не связана с Отечеством, потому что они говорят, Западная Украина же была оккупирована Румынией и Советским Союзом в 1939 году. И в целом они же не должны воспринимать это как отечество. Поэтому и в целом не было никаких людей, которые помогали. Нельзя признавать защитниками СС, допустим, тех, кто сотрудничали, украинских националистов. Это они ни капли не коллаборационисты, потому что Советский Союз не был для них отечеством. Они себя отечеством считали те территории, на которых находились. И в целом концепция такова, что самое главное – это украиноцентризм. Во все, что происходило на территории, многочисленность народов, каждый народ по-своему воспринимал слово «отечество», поэтому для них отечество войны не существует. Кроме того, почему важна Великая мировая, Вторая мировая война для них? Они говорят о том, что якобы огромное количество украинцев проживало на территории Польши, поэтому для них война началась в 1939 году, а не в 1941 году. И то же самое в целом пытались вложить в мысли белорусов. И в белорусские учебники 90-х годов. И феномен двойной оккупации, что сначала был Советский Союз, потом нацистская Германия, потом Советский Союз. Что для Белоруссии, что для Молдовы, концепция одна и та же. Это национально-центричность. О том, что якобы есть территория, на которую постоянно кто-то нападает, и при этом никогда не рассматривается народ этой территории как некий субъект, который может влиять на исторические процессы. Просто ее кто-то захватил, поизнасиловал, значит, убежал дальше. И кто-то с другой прибежал, что произошло, и убежал дальше. А вот как субъектность никогда не воспринимается народ, и в целом
тоже интересно, они каждый раз в своих исследованиях, они ссылаются на американских или европейских исследователей, никогда на собственных украинских исследователей. Они вот доказывают о том, что советский кровавый сталинский режим был существенно кровавее, чем, конечно, нацистский оккупационный, потому что он не привез столько бед и страданий, сколько советский сталинский режим. Но на самом деле везде все одинаково. Самое главное — отказаться от любого наследия, связанного с Россией, связанного с русским миром. Там же начинается все не только с Екатеринослава, все начинается еще с периода Киевской Руси. У них, например, в последней концепции 24 года вообще нельзя упоминать как росы. Да? Понятие росы, потому что они связаны с русскими, россиянами, у них это только Киевская Русь. В целом в учебнике ни капли не упоминается тема Новгородской Руси, не упоминается, с чего пошел Рюрик, этого истории вообще нет. У них собственный там первобытный человек, у них собственная, значит, культура первобытная, у них не написано, конечно, что они выкопали море, это на самом деле в учебниках нет, это как бы какой-то один ученый, там но в целом все хватает. ближе, все близко с этим, да. Но поэтому любой отказ, тут надо отказаться от сотрудничества с московским государством, допустим, отказаться от того же Богдана Хмельницкого, который раньше был у них героем, который, да, вел освободительную войну. Теперь он московский шпион и предатель, безусловно. Теперь у нас другие гетманы, которые сотрудничали только с поляками, а у нас настоящие герои. То же самое, там вообще не проводится никаких фактов потому, что творило польское государство и поляки на территории Украины, в современных ее границах. Поляки могли в целом, имея некое панство и своих, да, крепостных, они их могли легко убивать, уничтожать, у них ничем это правово не ограничивалось. У нас в Российской империи это было запрещено. Когда у нас была освободительная миссия у Алексея Михайловича, когда мы включили в себя войско Запорожского и пошли уже до Польши, до Варшавы, дошли до границы Львова и освободили эту территорию, наши войска были в шоке от того, что происходило в селах, да, где жили якобы украинские люди, потому что паны их просто массово уничтожали, подвергали огромным количеству пыткам. Для нас это было абсолютно аморально. Да, они, кстати, еще не могут ответить на вопрос, откуда произошло слово «рогуль». Оно очень распространено на Украине. Просто украинцам коренным нельзя было жить на территории Львова, по сути, большинству, и они жили за рогом, то есть за ограждением, заходя вечером только поубирать за панамы. Поэтому сложно тут называть, что это город там исконно как бы украинский и так далее. Но раз у нас такая интересная дискуссия по поводу современной истории, у меня всегда с собой есть такие вопросики припасенные. Я очень много лет изучал современных украинских историков и предысторию. У меня была командировка вместе с Российским военно-историческим обществом. Это все заслуженные историки, и я им задавал вопросы по современной украинской истории. Никто не ответил ни на один вопрос, и они на меня смотрели, как на человека, который сбежал с Кащенко. И вот я что-то сейчас решил на этой волне попробовать спросить. Это кто такой ездил? Ой, я не вспомню сейчас все фамилии, но вот у нас было вместе... вместе... фамилию со списком. Проведем я уверен, что я уверен, не сможешь ответить на этот вопрос. Этот вопрос опубликовал в 2021 году опубликовал Министерство иностранных дел Украины, когда делали вместе с Институтом национальной памяти разоблачение мифов советской истории. Так вот, вопрос звучит следующим. Какая конференция 1943 года повлияла на судьбы народов Европы и Азии? Ну, логично, что произошедшее у нас на территории Крыма? Нет. Какая конференция повлияла на судьбы народов Европы? Какие есть варианты? Никто из Российского военно-исторического общества не смог ответить на этот вопрос. Ну-ка, давайте. Институт национальной памяти прекрасен. Это конференция на окраинах села Будераж Волынской области, где Катерина Мошко-Лемеш, Дмитро Грицай и Роман Шухевич сделали сходку и решили судьбы народов Европы и Азии. Я, когда об этом узнал, подумал, что это шизофрения, начиная там, с 2014 года и так далее. Но есть село по сегодняшний день, там живет где-то 150 человек. Памятник этому событию поставили при Кучме. И там монументальное такое здание, где написано, что это действительно было вот таким вот важным. При этом Министерство иностранных дел не вспоминало ни Тегеранскую, ни Ялтинскую конференцию как таковую. И я вот думаю, вот если вот человек, который прочитает эти вот методички, которые дает там МИД, Институт национальной памяти, вот какое у него вообще будет представление о там, Второй мировой войне, да, Великой Отечественной войне, это ж просто шизофрения будет.
Ну, Великой Отечественной войны и не будет. Будет понятие только лесных братьев, там, всех этих товарищей УПА, Шухевича. Но ты абсолютно прав, потому что я вот помню, я даже себе специально вырезала, оставила этот газету, когда разбирала родительский дом. Там была газета 99-го года, и там была новость, Днепропетровская правда, что на территории Западной Украины открыли памятник Бандере. Ну и все такие, ха-ха-ха, ну что там, господи, дебилы какие-то там живут, ну у них там, пусть живут, пусть занимаются своими делами, как хотят. Сейчас в Днепропетровске уже памятника еще нет, но улица уже Филатов переименовал. Это к тому, насколько важна гуманитарная политика. Я тоже помню, как мы следили за тем, как с 2004-го, чуть раньше, начало меняться правительство, и кто начал возглавлять курирующее министерство. Я тоже для себя подняла эту инфу. Что любопытно, зачастую за Донецким блоком всегда была экономика, добывающая промышленность, сельское хозяйство. Ну, понятно, самое денежные направления занималась синяя зона, януковическая, типа вот мы будем этим всем заниматься, и Россия за нами, они нам газом помогут, значит, вы все... А планомерно всеми министерствами культуры, министерством образования, там, просвещения, медицины, все это начали занимать выходцы из Львова и Закарпатья, которые учились в Киево-Могилянке. И потихонечку все внедрять. Насколько важны просто гуманитарный профиль. Они начали менять программы, в то время, так как нам казалось, что у нас прямая экономическая связь с Россией. Но они переделывали сознание, когда, опять же, нам казалось, что неразрывна связь с Россией украинских территорий, потому что мы экономически без друг друга не можем. Гуманитарка, история всегда, образование всегда первично над экономикой. Это либо оно двигаться должно параллельно. Это к вопросу о любой нашей российской политике на территорию любой постсоветской страны. И не только постсоветской. Просто поставлять бесплатный газ или покупать что-либо, или прощать долги, ну, так не должно быть. Мы должны заниматься тогда совместным общенациональным наследием на два государства и продвигать наш общий имидж дружбы, общий мира любви, там, на дружбы народов, все прочее, но заработать над этим, потому что мне невероятно грустно смотреть на то, как выглядят всякие пророссийские структуры за рубежом, не говоря уж там про наши некоторые русские дома. Ну, слушайте, мы как будто из Советского Союза не вышли, туда заходишь, ну, как бы туда, там даже находиться неприятно. Ну, так нельзя, у нас образ России должен быть модный, он должен быть современный, какими мы и являемся, а не водка, медведь-балалайка. В целом, если зайти на некоторые сайты наших представителей за рубежом, вот они содержат эти нарративы. Да, я когда захожу на такие сайты, думаю, ладно, блокируйте интернет. А китайцам, кстати, заходит водка, медведь-балалайка. Я когда жил в Китае 4 года, вот им почему-то очень нравится такой образ. А если мы перейдем к российским немножко учебникам, я вот просто видел на днях новость, что Дмитрий Медведев станет главным редактором учебников за 9-11 класс. Вот хотелось бы уточнить, что внутри России с учебниками. То есть было ли влияние, я знаю, что вот эти все соросовские структуры, USAID и так далее, Россия выгнала в 2012 году, в 2014 году, в общем, как-то пыталась. Повлияли ли они на учебники российские и приходилось ли там что-то переписывать? Это я хотела эту тему затронуть еще до того, как мы не начали говорить про СОРов на территории Украины, да. Одно и то же работало на территории России, и зачастую это работало не на общегосударственные учебники истории, а по региональным учебниках истории. На самом деле Сорос воспринимал Украину, тут важно понимать, как часть России, и соросовские фонды, и они отрабатывались их ровно так же на сепаратизм, как любой регион нашей страны, особенно взрывоопасный, особенно приграничный. Все приграничные территории были написаны учебники истории по региональной истории, вот как такими фондами, соросовскими структурами. В целом, никто из учителей, которые преподавали в 90-х годах, не отрицают, что они проходили через системы поддержки молодежи, там, по лидерству, все прочее, демократии, фондов, которые развивались на территории регионов. Все ребята у нас это признают, и те, которые сейчас у нас в молодежной политике, говорят, да, у нас вот работала только единственная молодежная организация, это фонд по поддержке демократии, мы все знали, что это Сорос, но зато он один давал нам деньги для того, чтобы мы написали учебник и все прочее. Ну да,
да, нас учили лидерству, но да, мы туда ездили, но у нас не было альтернатив. То есть нужно было давать деньги молодежи? Ну, не давать деньги, но хотя бы ей надо было заниматься и чем-то привлекать, давать хоть какое-то привлечение. Наши же не давали деньги прям объективно, они давали какую-то возможность с кем-то побыть, там что-то послушать, кого-то модного увидеть, куда-то съездить. Ну, хоть как-то они работали. Кстати, там 21 год тут на днях было, я видела, Якименко заявил. Поэтому региональные учебники истории — это был ужас. Когда мы его 2 года назад их начали поднимать с нашей команды Российского военно-исторического общества, просто это был такой ужас, особенно приграничной нашей территории, это был сплошной сепаратизм, это была такая же самая концепция, как в Украине, как в Азербайджане, про колониальную Российскую империю, про страшную тюрьму народов Советского Союза и о том, что все, значит, связано с Россией, она подавляла национальную идентичность тех или иных территорий, и в целом всегда надо действовать по обновлению и по консолидации местных элит против центра. Периферия прежде всего, центр потом. Да, это обязательно. Там, для того, чтобы, опять же, развивать собственный регион, надо сжечь Москву. Ну, вот такая была концепция до буквально пару лет назад, пока мы этим не занялись, пока мы не сказали о том, что региональные учебники истории должны быть частью большого образовательного процесса. И давайте сначала говорить о том, какие герои выросли у вас на территориях, что сделал этот регион для развития большой страны и ее укрепления, что сделал большой центр для того, чтобы там появились заводы, университеты, больницы, культура, потому что зачастую у нас политика у империи была такова, что мы не вытягивали ресурсы, а мы, наоборот, обычно их вкладывали. Опять же, на примере Украины, Белоруссии и других государств, Казахстана, Азербайджана. Мы туда ввозили огромное количество чего, мы туда столько денег вложили, мы открыли все основные университеты, опять же, заводы, все горнодобывающую промышленность, всю медицину, все образование, прежде всего было. Московские, русские учителя считались лучшими на территории республик. Русские врачи считались лучшими, и в целом где-то это еще остается. Считается, что русский врач, который приехал туда работать, там очередь на него, как в Киргизии, например. До сих пор эта практика есть. Поэтому и так строятся в целом все наши учебники истории, что региональные, что в республиках наших постсоветских. Но на региональные мы, благо, можем повлиять. Не то, чтобы создать какую-то концепцию, идеологию, что вы должны только продвигать имидж, но давайте говорить о том, вдохновлять детей, самое главное, для того, чтобы они захотели пойти в ближайший музей, для того, чтобы они знали, что за памятник у них тут возле школы стоит, а то ходит каждый день. Улица кому посвящена вообще, чтобы хотя бы какой-то образовательный у них процесс начался, и они понимали, где они живут, зачем они живут прежде всего, и какие возможности у него есть, на кого ему можно равняться, для того, чтобы просто стать успешным человеком внутри собственной страны. Но это прежде всего, опять же, история, она должна вдохновлять и давать опыт некий. История — это не наука про заучивание, история — это наука про понимание прежде всего. Ты должен осознавать, а почему это происходит. Это наука про логику. Поэтому на самом деле я глубоко поддерживаю устные экзамены по истории, потому что ты должен понимать и голосом проговорить, почему то или иное событие произошло и чем оно было аргументировано. Даже самое простое. Потому что поставить галочку, в каком году что-то произошло, у тебя никакого вообще представления о последовательности событий не произойдет. Я полностью согласен, потому что я как раз-таки сдавал украинское ЗНО, и у меня последний экзамен был по истории Украины как дополнительный. Я, в общем, к нему не готовился и как-то не всегда, если честно, вникал в историю Украины, как-то она не всегда мне было интересно. И я пришел на ЗНО и просто поставил абсолютно все крестики наугад. Абсолютно все. И даже в хронологическом порядке, там, то есть хронологию поставил наугад. История Украины, вот честно, не интересовала. Я брал историю России, там изучал какие-то книжки, потому что в школе этого не было, да, историю России. Но у нас была дома большая энциклопедия российская, я изучал, а Украину не пришлось. И, в общем, 154 балла из 200 угадал, в принципе, почти все. Вот, я даже смотрел некоторые события в хронологическом порядке, полностью правильно расставил. Так что вот я просто полностью поддерживаю вот эту вот мысль, что история должна быть устной. Если бы ты логически пытался ответить, у тебя было 0 баллов. Я просто ездил, меня отправили от школы, это 10-11 класс, на Олимпиаду по истории. И там было четко написано, это всемирная история. Всемирная, не история там Галичины, а всемирная история. И я помню, на областной Олимпиаде ответил, для меня самое сложное было все-таки даты запоминать. И там надо было сопоставить дату и написать, что произошло. И я вот как сейчас помню, 1492 год. Что было? Я пишу, по ходу открытия Америки. Всемирная же история. Мне приходит то, что это один из тех ответов, который дал неправильно.
Думаю, ну а что произошло? И там написано: первое воспоминание о казаках где-то там вдоль какой-то речки. Думаю, идите ж вы лесом. Вот. При том, что тогда, ну, как бы и близко не было той политической ситуации, там все остальное. Думаю, понятно, как вы валите. А потом в какой-то момент... Какой год был? Это 2007 как раз. Вот. А потом я начал, наоборот, вот, получать удовольствие, когда ты читаешь вот эту вот альтернативную историю, их вымышленную. Почему? Потому что она на самом деле... Ну, первое, меня это юморит очень сильно, я прям веселюсь. А второе, там из 100 каких-то очень странных тупых фактов находятся и действительно очень интересные штуки, которые ты начинаешь там изучать, копать, и как было на самом деле, и ну, там, прям до истины доходишь. Потому что для меня было удивление, что на самом деле УПА и вот эти организации там Бандеры — это единственная в мире организация, которую осудили эсэсовцы за геноцид. Ну вот. да. По факту. То есть они без санкций просто пошли и убивали всех местных. Ну, поэтому они их сажали еще и запрещали работу. Но они об этом не пишут ни разу. Волынской резни в учебниках нет. Нету. Как и нету большинства преступлений, которые они там совершали. И где я об этом бы еще узнал бы, и там, заставил бы себя читать эту вот их там макулатуру, если бы не какие-то там странные даты. Я ж помню, вот последний раз, когда я был в Киеве, были плакаты. Сейчас же идет, что 24 августа 1991 года — это не провозглашение независимости, а возобновление независимости. Думаю, ну окей. А потом появились плакаты, что 24 или 25 июня 1941 года является актом провозглашения независимости Украины. Я такой думаю, подожди, как бы началась Великая Отечественная война? При всем уважении, какая к черту независимость? Оказывается, это одна из причин, почему посадили там Бандеровую кампанию. Когда вермахт вторгся на территорию Советского Союза, войска шли вперед, и просто военные администрации еще не успели сформироваться. И эти придурки прибежали на радио, крикнули: «Мы незалежні», и написали письмо в Берлин о том, что мы хотим с вами создать союз. В Берлин письмо пришло, говорит: ты что, не конченый? У нас в плане ОС нет такого. Говорит, посадите к чертовой матери. Их там часть пересадили, часть перестреляли, вот и все. Но это почему-то какая-то памятная дата. Но это, кстати, есть в учебниках украинских. Они считают, что это важная гордость для них, что они пришли вперед, сформировали администрации. Это было периодом независимости, действительно, формирование. Хотя это была маленькая территория, вот территория, считаем, там чуть-чуть Львовской области, Тернопольской области, вот так вот. И все это они считали украинским государством. И да, они это сделали якобы самостоятельно, их всех потом посадили и не давали им работать. Но тоже там странно, потому что зачастую украинские националисты, когда немцы зашли в Киев, они продолжали активно работать, формировать собственные администрации. Но потом их все равно сажали, немцы, да, за то, что они слишком перерабатывали на вопрос собственной национальности и независимости. Но это все такое посредничество и скорее оправдание фактов, что да, они были такие пособниками суверенитета украинских, поэтому их немцы сажали. Этот факт сомнительный, скорее он был такой идеологизирован и увеличен за последнее время. Потому что, да, их сажали, но их спокойно выпускали и давали работать, в отличие от наших, которые просто расстреливали, убивали, прежде всего, да. А то, что они сейчас такие герои, их сажали нацисты, это лишь повод говорить о том, что вот они были такими независимыми товарищами, что и не от Советов не зависели, и не от немцев не зависели. И никакими коллаборационистами они тут не были. Мы опять к украинским учебникам вернулись. У меня вот интересно, есть понимание какое-то, мы говорили то, что было там в 2014 году, какие учебники в 2018, до 2020, есть понимание, какие вот сейчас после 2022 года украинские учебники, то есть что в них там? Да, Буча, очень, наверное, 24-й год, все это есть, современные периоды обязательно есть. Их там всего 8 линеек, но в целом все авторы понятные, они были ранее тоже, в том числе авторы в 90-х годах. В целом там новые не обнаружили, все они в основном являются сотрудниками Украинского института национальной памяти. И что любопытно, у них в Украине очень четко прописан приказом Министерства образования их культурный образовательный стандарт. О чем можно говорить, о чем нельзя говорить, как лучше говорить, на каком ставить акцент, на чем ставить акцент. У них прям четко написано, что самое главное — это украиноцентризм. Украина прежде всего, понадобится это. Вот и в целом они строят эту историю. Все, что касается проживающих на территории
в целом Львовская, Галиция, как-то вот там, вот это вот все прежде всего, что было на Украине. Что как будто бы на территории Донецка, на территории Днепропетровска, Полтавы, Киева там народа не было, они решений не принимали и в целом ничего не делали. В целом все понятно, к чему это идет, но я к тому. Вот ты сказала о том, что как тебе весело читать их учебники, да, их. Мы все это над этим ржем, да, там я беру такую историю украинского феминизма. Мне захотелось прочитать даже сейчас. Ну, это чудесно просто. Там о том, украинцы от динозавров. И тоже думаешь... Ну, это все весело, нам кажется, но на самом деле... Вопрос как историку. Сколько лет украинской мове? Это недавно было, 2 года назад. Ну, я думаю, что как таковая она литературно сформирована в 1920 году. А по мнению украинских историков? И украинских историков нет. 7 тысяч лет. Я хотел сказать 140 тысяч лет. Я перепутал. Нет, это украинская нация. Украинская нация, 140 тысяч извините, лет. да, инопланетян, конечно. В целом все пошло, и поэтому, да, ну, это все чудесно, но это не смешно. Это важно всем понимать, что учебники — это не смешно. Вот это вот все бредовые истории наших постсоветских пространств — это не смешно. Но они должны прежде всего сами понимать и уважение к себе иметь. Но есть историческая наука, им прекрасно можно обосновать и рассказать о территории. Я так скажу, это не смешно, если нет никакого багажа знаний, и это является единственным источником информации. Потому что я, когда начал увлекаться прямо историей, я себе скачал биографию Степана Бандеры, написанную в 2015 году, каким-то, я забыл этого автора, там его пиарили по всем телеканалам. И я начал читать. И у меня вопрос, почему его не посадили на Украине за какой-то экстремизм? То есть его каждая страница — это просто доказательная база преступлений того же Бандеры против украинцев. Там буквально 10-я страница написано, что как только Бандера возглавил ОУН, он показал себя как жесткий и жестокий лидер. И, говорит, и в первый день отдал приказ убить. И там написано, львовский учитель в школе, украинец, потом какой-то Коваль, потом еще кто-то. И я там не нашел ни одного ни поляка, ни немца. То есть это уничтожение было просто людей, которые ему не нравились, среди львовян. И ну, как его можно тогда героизировать? И здесь вопрос исключительно в том, что, как мне кажется, если получить нормальное образование, широкий круг и какие-то правильные ориентиры, тогда, читая, не читая эти учебники, книги, ты будешь, наоборот, смеяться и интересоваться даже более глубинной этой информацией, как они до такого докатились. То есть почему 7 тысяч лет мове, на что они опираются. Начинаешь. Вот я интересовался, почему Роман Шухевич, баскетболист, у них читается. Там пошел, читаю, думаю, ё-моё, там, оказывается, очень интересно. Они пишут. И ты становишься, мне кажется, умнее. Но когда это единственный источник информации, то все, это клиника. Я считаю, что с этого вытянуть уже будет невозможно. Это еще в том числе не смешно любому исследователю. Это не смешно любому человеку, элементу, не знаю, там, который работает в Министерстве просвещения где-либо. Это не смешно, потому что он понимает влияние просто источника на человека, на нацию и самой идеологии, концепции, которые в данных странах развиваются. Я не говорю, что все сильно плохо где-то там. В Украине, да, но это уже просто фантазийно. И самое грустное, что пантеон героев состоит в основном процентов из 80 насильников, убийц, моральных уродов. Ну, к чему стремятся? Я вот послушал Александру исторический ликбез, и как днепропетровчанин коренной готов заявить, что я надеюсь, что когда-нибудь ты перепишешь украинские учебники современные. Я готовлюсь. Днепропетровские хотя бы. Самое главное написать настоящую историю, гордую историю. Мне очень хотелось бы, чтобы дети Днепропетровска, дети Екатеринослава росли в собственной гордости, осознавали, какое величие за ними стоит, за их спинами, сколько всего делалось на этой территории, и что Днепропетровск был создавался как третья столица Российской империи, наполненная учреждениями культуры, образования. Планировал, что Потемкин создаст лучший город в Российской империи. Вот тоже все говорят, вот там территория, это все территория Новороссия. Вот вы знаете, почему Новороссия называлась? Потому что новые регионы уже. Нет, в тот момент, считаем Екатерину II. Ну да. Это была мода, потому что создавалась, например, Нью-Йорк.
Англичане создавали Нью-Йорк. Это у них новый Йорк, это новый New мир, Russia. новый, да, а это новый свет, да, это новая Россия. New Russia должна была быть, где и в New Russia самые лучшие России должен быть южная столица, которая должна быть самая светлая и с самым большим собором Свято-Преображенским, который заложила как раз Екатерина II, посещая Екатеринослав. Он должен был быть больше Святого Петра на вершин, как планировал делать Потемкин. Но это круто. Ты когда чувствуешь, тебя это вдохновляет, у тебя мурашки по коже бегут, когда ты чувствуешь кем-то. И то же самое можно сказать в целом по многим городам Украины. Про Одессу, да. Кажется... Про Одессу, про Киев. Ну, господи, Потому что там... я когда читаю историю нормальную Одессы, меня эта история вдохновляет. Когда я прочитал историю Коцюбиевки, потому что там написано, что это была Коцюбиевка, и там вместе с татарами пили кофе казаки, я такой думаю, не, ну это какая-то депрессивная, унылая история. Мне кажется, вот об этом надо трубить. Очень интересный факт. И на твоем канале 9.45 можно, мне кажется, снять даже Я выпуск украл об этом. идею выпуска. Да, пожалуйста, снять выпуск, тут да. все вместе работаем на одно дело. Почему называлась Новороссией? Очень прикольно, очень прикольный факт, да. Звучит, не, на самом деле это и звучит. Ну, кстати, вот об этом надо говорить, и это надо преподносить. Я когда увидела новость про то, что вот они находят там всякие даты, когда было Днепропетровск, я тоже посмотрела картинки, в чем они выглядели. Филатов такой в черной футболке, и там написано «Speak Ukraine». Это я еще, думаю, вы чего, ребят? это еще Speak хорошо. Ukraine по-английски еще Для написано. Филатова это еще классно, Нет, потому Филатов, что, да, он, потому конечно, что у него моральный есть урод. футболки там, где с матами, и так далее. Но «Speak Ukraine» написано по-английски, тут сам себя, извините, У них много таких приколов, Да. когда они рассказывают, что нужно бороться за чистоту украинского языка, избавляясь от русизмов, и в этом предложении используют польские слова. Вот. И я такой думаю, ладно, окей, не буду спорить. Но я не вижу смысла проводить Чистота украинского квиз. языка — это что-то интересное. Не, я сейчас еще скажу. Мне так нравится, я увидела фотки, как выглядят офисы Института украинской памяти в Днепропетровске. Там заходишь, и там огромный портрет Маккейна. Да. И там, значит, и там биография Маккейна, которая никак не связана с Днепропетровском, вообще никак. Да, Он просто да. посещал когда-то Киев, Украину, но там огромный портрет Маккейна. Я думаю, господи, Так, ну что вы, ребята. В центре Днепропетровска, знаешь, на Карла Маркса прям висит сейчас огромный портрет Бандеры. Прям в центре, напротив ЦУМа. Я не знаю, в 2014 году, когда я там был, ну, типа Бандера считалось ругательство какое-то. Я бы Днепропетровске. плакала, я не могу. Ну, то есть это ругательство это было, для мне меня кажется. такая боль, И честно какое говоря. отношение имел Бандера к Днепропетровску, тоже вопрос очень Я интересный. поставила себе цель, я вернусь обязательно в Днепропетровск, обратно верну памятник Екатерине II, поставлю памятник Потемкину и повозвращаю все. Пушкина, всех повозвращаю, потому что у меня Мы с это тобой. внутренняя цель абсолютно моей жизни, рано или поздно я Это должна ее надо, закончить. тогда я Я готов предложу голосовать. архитекторскую свою концепцию. Это нужно сделать в форме такого кольца, как, знаешь, против демонов чертят мелом круг. Мгм. Так вот, против всей этой вот неадекватной типа истории, как раз круг, такой пантеон всех героев, которые строили этот город. И я не вижу смысла проводить квиз, у нас слишком легкие вопросы. Тогда задам один и сложный. А как нам создать такой вот образ, как в свое время там создал Сорос, да, там заманить ленточкой, какими-то свободами и так далее, чтобы вот все эти регионы и ближайшие, да и у нас внутри, вот жаждали этого, сами тянулись к этим учебникам, к этим знаниям, ко всей той правде, вот, которую мы пытаемся защищать. Как это сделать? Это сложный вопрос, это как про идею будущего России. Да, смысл будущего, и редко кто может на него ответить. Я, конечно, у меня есть такая внутренняя фраза, что нам нужен исторический и экономический суверенитет, но это на самом деле просто такие сложные слова, и на них не привлечься. Однако, если у нас будут мощные экономические, прежде всего, интеллектуальные системы, такие как искусственный интеллект, и свободные экономические зоны и все прочее, понятно, что к нам надо потянуться. Понятно, если у нас будет возможность гордости за себя и предлагать эту историю гордости, и, опять же, ее продвигать, то, конечно, люди потянутся. Конечно, днепропетровчанам, я думаю, гораздо приятнее думать, что их предки построили ого-го, сколько всего, они просто в ВУЗ сидели, дули, там постоянно шашкой бегали, что-то там выпивали горилку. Но это совершенно две разные. Но вопрос, конечно, силы. В целом, что Украина, что многие государства, они понимают силу. Как бы мы ни говорили об этом, и сила в правде — это, конечно, общая фраза, но тот, кто побеждает на территории Украины, в том числе и технически, и военно, тот управлял этой территорией. Под того, в целом, того населения и постраивалось. Когда был сильный Советский Союз,
Впереди планеты всех были украинцы. Они за Советы ратовали больше, чем остальные. Какое огромное количество управленцев в высшем составе Советского Союза были из Украины. Это были такие щирые, извините, коммуняки. Ну, пострашнее просто не видать. Страшно. Но когда была Российская империя, сколько было выходцев с украинской территории, которые возглавили граф Разумовский, Беспалько, ну, огромное количество, и они достигли самых больших вершин. Украинцы очень работящая нация, украинцы очень талантливая. России достаточно на Про высоком современную уровне. Россию вообще молчу. А попробуйте найти факты, чтобы где-нибудь на территории Польши украинцы проявили себя и стали великими управленцами. На территории Европы хоть один украинец является управленцем высокого уровня. На территории в Америке являются украинцы наследниками какими-то огромных империй. Они являются прям гордостью нации американской. Джо Байден, у него украинские корни. Ой, извините, он, наверное, подкопал, но ничего. Шахмат. Да, это знают только на Украине, мне кажется. Сам Джо Байден об этом знать не знает. Но они, опять же, они корни. Это не современные украинцы или когда-то там. И это корни, это не он сам, как представитель, который там проявился. Вот я украинец, вот мы можем тут сказать, да, я из Украины, и я успешен в России. Да, Разумовский мог сказать, я из Малороссии, я успешен в Российской империи. Брежнев мог сказать, я из Украинской ССР, я успешен в Советском Союзе, потому что у нас многонациональное, всем возможное, всем доступное государство, где ты можешь все сделать и стать знаменитым, и получить все блага от государства. Нигде больше украинцы не могли проявить себя как успешные лидеры. Нет таких возможностей, потому что для всех остальных это прачки, уборщицы и посудоумывальщицы, или как они там еще унитазы моют. Ну, в целом, вот такое восприятие украинцев. Но зато насколько качественно. Да. Я, кстати, тоже в Польше был. Ну, не ладно, не туалет. Собирал клубнику. Не ладно, я снимал документальный фильм, и я парк мыл. Такое было ужасно. А здесь сидишь, смотри, водичку пьешь. Да, Видишь, как хорошо тут по цвету. Да. Вообще, честно говоря, когда я выступаю, мне там зачастую комментарии такие пишут, типа, приехала такая хохлушка, что-то нас тут родину учит, и вообще, кто она такое, кто она сейчас себя думает, и пусть едет своему хасрам. Ну, кстати, мне в Польше помогли наши вот правильные знания. Почему? Потому что я хитро устроился на черноработу, ну, чтобы поснимать. Там, кажется, платили 10 злотых в час, а я сказал, что за 5 готов работать. Вот. Я вымыл этот парк, приезжает прораб, смотрит на меня, держит эти 25 злотых. И говорит, Бандера герой. Я говорю, Бандера твой идет? Я говорю, ну, я польский не понимаю, на русском сказал, Бандера идет, я говорю, там, на 3 буквы и так далее. Он такой, я тоже так считаю, держите по 50. Думаю, отлично. Но мне этого, правда, хватило купить пару бутылок пива и пачку чипсов, и на это деньги закончились. Ну, я к тому, что эти комментаторам, я всегда говорю, что эти ребята такие же находятся под влиянием а-ля соросовского пропаганды, как и вот все остальные. Как только мы говорим про разделение национальности на части и попытка их дележки на кто-то лучше, кто-то хуже, это все нацистская идеология. Это вот нацистская идеология, с которой пытались захватить нашу страну, которой мы в целом могли бы потерять идентичность полностью, если бы не выиграли войну. Это просто вопрос нашего не суверенитета даже, а просто идентичности как таковой, в целом славянской нации, совокупности. И они этого не понимают. Это самое страшное абсолютно, потому что Красная Армия, она шла прежде всего за... Это же не просто за победу было, это за единство нации, дружбы народов. Вот такой был посыл при освобождении территории, да, и свободы суверенитетов и все прочее. Нацистская Германия шла прежде всего по идеологии собственного превосходства нацистской расы, их населения. И нашего населения здесь быть не должно. И в тот случай, когда нам говорят, что геноцида советского народа не было, извините, это только благодаря тому, что у нас случилась победа. Если бы победы бы не было, если бы нацисты захватили эту территорию, у них было четко прописано план голода, сколько территорий людей должно было погибнуть, 30 миллионов человек из-за голода, и освободить определенные территории. Да, евреи подвергались полному уничтожению, славянская нация 30%, полная стерилизация и в целом работа рабами для постройки новых немецких городов. Все, потом они не нужны, потом полное уничтожение. Мы бы получили, что получили. Благо, Красная Армия выиграла Вторую мировую войну. Ну, не зря больше всего украинцев приехало именно в Россию. После 2014 года, если смотреть, даже в Польшу приехало меньше. В Польшу 1,5 миллиона человек, украинцев приехало в Россию более 5, более 6 миллионов человек, такие разные цифры. И я тоже сам, в принципе, через это прошел, потому что я из Украины в 2015 году сначала уехал в Китай. Вот, и там, как бы, варясь в каком-то таком мигрантском сообществе, да, все равно вот не чувствовал себя на своем месте.
То есть те люди, которые... Выделялся среди местного населения. В Китае, понятно, но вот я общаюсь с украинцами в Польше, там в США, то есть все украинцы сейчас по всей планете, у меня друзья там в каждой стране этого мира, да, и у всех одна проблема, да, то есть мы не чувствуем себя своими. Но когда я приехал в Россию, русские. когда я приехал в Россию, да, то есть ты здесь действительно становишься своим, у тебя здесь появляются знакомства. Более того, если ты приезжаешь в Москву, то ты можешь, в какой бы сфере ты ни работал, ты можешь познакомиться с самыми лучшими людьми в русскоязычном пространстве, да, в той или иной сфере. И у тебя просто больше возможностей. Поэтому это вот мысль, Свобода на стране больше, чем какой-либо другой. Да. Пишите комментарии, можно даже такие... Пишите историю. Да, а самый популярный комментарий, который наберет больше всего лайков, получит подарок от Российского военно-исторического общества. А вот какую книжку я забыл? Мега-книгу, которую я советую всем, это переизданная переписка Сталина, Рузвельта, Черчилля, где каждое слово просто на вес золота. Я ее всем рекомендую, мега-книжка. А нам можно подарить? А вы приходите к Российскому военно-историческому обществу, я вам экскурсию сделаю. А мы придем. Все. Я еще заготовлю вопросы по современной истории. Запиши на следующую неделю, мы не сольемся. Да, нет, только за. А уже в следующем выпуске мы скажем, пустили нас туда или нет. Всем спасибо большое за интересную беседу. До скорых встреч. Пока.